Всем привет, дорогие друзья, и добро пожаловать на канал. Сегодня я вам покажу рецепт вот такого вот бананового кекса, его еще называют банановый хлеб. Пахнет безумно. Простой, вкусный и несложный рецепт. Погнали! Ну что, приступим. Перечень ингредиентов элементарный, все пропорции будут в описании под видео. Нам понадобится 3 банана, 3 яйца, 100 грамм сахара, 100 мл растительного масла и 200 грамм муки. Также 2 чайные ложки разрыхлителя и я добавлю 70 грамм шоколада темного. Смотрите, бананы, допустим, если у вас темнеют, вы не знаете, куда их деть, это отличный рецепт для их использования. Тем более, не переживайте, если они будут темнеть, они от этого становятся еще слаще. Чем темнее они, тем более карамельный привкус они имеют. Так что насчет этого не переживайте. Особенно для выпечки вообще не имеет значения. Просто чем они темнее, тем они мягче. Если они будут зеленые, допустим, то их будет перебить в пюре сложнее. Поэтому тут как бы отталкивайтесь от того, что вы имеете. Рецепт тоже несложный. Единственное, что его надо выпекать, ну, там где-то 40 минут. Что мы делаем? Мы просто берем емкость, чистим 2 банана, третий пока оставляем. Он у нас будет изюминкой на нашем десерте. Так, очистили. И вот так вот просто его разминаем сюда, вот так вот отламываем кусочками. Вообще не принципиально. Мы это все сейчас будем перебивать венчиком. Можно вручную. Если делаете вручную, то обязательно его вилочкой промните до пюре. Так, сделайте из него пюрешку. Тогда будет проще смешать уже с яйцами его. Разбиваем 3 яйца. Отлично. Ставим насадку венчик и перебиваем до однородного состояния. То есть должна получиться такая яичная взбитая пюрешка. Вот такая однородная консистенция должна получиться. Теперь добавляем масло, всыпаем сахар и щепотку соли. Дальше включаем, это все перемешиваем до растворения сахара. Теперь муку. И разрыхлитель. Перемешиваем до однородного состояния, опять же, чтобы не было комков. Так, тесто у нас почти готово. Теперь я беру шоколадку, крошу ее, насколько это возможно. Такую делаю мелкую крошку, разламываю ее на мелкие кусочки. Можно ее ножом нарезать на квадратики, на треугольнички, то есть там покрошить ее вообще не принципиально. Так вот поломали ее, вот такие маленькие кубики. И всыпаем в тесто, размешиваем. Так, супер. Вот такой консистенции тесто должно получиться, то есть оно такое жиденькое. Чистим 3-й банан. И разрезаю его вдоль на 2 половинки. Вот таким образом. Беру форму, застилаю ее пергаментом
Супер. Теперь выливаю тесто. Класс. Беру 2 банана и вот так вот укладываю их сверху, срезом вверх. Вот такая вот красота должна получиться. Теперь ставлю в духовку на 180 градусов примерно на 40 минут. Проверить готовность можно шпажкой, то есть она должна быть сухая. И после этого покажу, что получилось. Вот такая вот красота получилась, посмотрите. Шикарно поднялся, мягкий, пахнет просто невероятно. Сейчас отрежу и покажу вам, какой он внутри. Посмотрите, шоколад расплавился, он воздушный, как губка пористый. Но запах я вам вот честно не передам. Очень вкусно пахнет, очень вкусно. И готовится, как вы видите, несложно. Так что обязательно попробуйте этот рецепт, напишите в комментариях, как у вас получилось. Всем огромное спасибо за просмотр, готовьте со вкусом и до встречи в новом ролике.